Всех приветствую на своем канале, друзья, меня зовут Давид, и сегодня мы поговорим о 10 привычек бедных людей. Скажи честно, ты доволен своей жизнью? Ты можешь позволить себе отдых на море, не думая о том, сколько это стоит. Можешь купить что-то, не проверяя вот этот баланс на карте. Или ты из тех, кто вынужден считать каждую копейку до зарплаты. Давай откровенно. Богатство и бедность — это не про везение, не про связи и не про место, где ты родился. Это про твои ежедневные привычки, ежедневные решения. Сегодня ты узнаешь о 10 привычках, которые мешают большинству людей вырваться из нищеты. Если узнаешь себя, значит тебе пора действовать, дорогой мой друг. Кстати, если ты готов меняться и хочешь узнавать, как реальные люди меняют свою жизнь, избавляются от бедности и становятся финансово независимыми, обязательно подписывайся на наш канал. Здесь не просто мотивация, а конкретные шаги и работающие стратегии. Это будет твой первый шаг к новому мышлению и новой жизни. Ссылка в описании, подписывайся, а мы продолжаем. Оправдания и жалобы. Первая и самая вредная привычка — это постоянные оправдания и жалобы. У меня не получилось, потому что я бы смог, если бы не. Такие фразы ты слышишь не только от других, но и, возможно, от самого себя. Проблема в том, что каждое оправдание — это якорь, который тянет тебя назад. Ты перекладываешь ответственность за свои неудачи на кого-то другого, например, правительство, начальник, родителей или даже всю страну. Но пока ты ищешь виноватых, ничего не изменится. Люди, которые добиваются успеха, не тратят время на жалобы. Они, ищут решения, а не оправдания. Вместо того, чтобы искать виноватых, спроси лучше себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы исправить ситуацию. Бери на себя ответственность за каждый шаг. Твой успех — это только твоя задача. Второе — это отсутствие планов. Ну как получится? Это девиз тех, кто никогда не достигнет успеха. Бедные люди живут без плана, они просто плывут по течению. Сегодня так, завтра иначе, главное день прожить, а что будет дальше, неважно. Но если ты не знаешь, куда идешь, как ты можешь туда попасть? Задай себе этот вопрос. Богатые люди всегда планируют, у них есть долгосрочные цели, расписанные на годы вперед. Но даже если ты не думаешь на десятилетия вперед, ты должен иметь план хотя бы на год, на месяц, ну или хотя бы на неделю. Каждый твой день должен быть шагом к чему-то большему. Отсутствие плана — это гарантия, что через год ты останешься на том же месте, где и сейчас. Возьми лист бумаги и напиши, чего ты хочешь добиться через год. Разбей на маленькие шаги. Сделай свой первый шаг уже сегодня. Третье — это лень и прокрастинация. С понедельника начну, еще 10 минут полежу, в следующий раз точно сделаю. Звучит знакомо, не правда ли? Это ловушка бедности. Лень и прокрастинация убивают все твои мечты на корню. Ты думаешь, что у тебя есть много времени, что ничего страшного не произойдет, если ты начнешь завтра. Но каждый такой завтра делает тебя беднее. Чем больше ты откладываешь, тем меньше шансов у тебя на успех. Успешные люди действуют, они не откладывают задачи на потом, потому что понимают, что каждый день может быть решающим. Если ты ленишься, прокрастинируешь, ты просто теряешь свое время, а время — твой главный ресурс. Помни, богатые делают то, что бедные ленятся делать. Вот и все. Четвертое — это страх перед переменами. Бедные люди боятся перемен. Они цепляются за привычное, даже если это не приносит им пользы. Лучше я останусь на своей стабильной, но нелюбимой работе, чем рискну и попробую что-то новое. Это классическая фраза бедности. Перемены — это страшно, это выход из зоны комфорта, но именно там начинаются настоящие возможности. А успешные люди не боятся перемен. Они понимают, что развитие невозможно без риска. Это не значит, что нужно, сломя голову, уж бежать и все менять. Но если ты не готов к переменам, значит ты согласен оставаться на том уровне, где ты сейчас находишься. А если тебе не нравится, где ты находишься, значит перемены необходимы. Пятое — это зависть. Ну ему просто повезло. Наверняка нечестно заработал. Знакомо, да? Зависть — это яд, который отравляет твой разум. Вместо того, чтобы учиться у тех, кто добился успеха, бедные люди предпочитают завидовать и искать негативные стороны. Но успешные же люди не завидуют.
они вдохновляются. Когда ты видишь кого-то более успешного, вместо того, чтобы завидовать, задай себе вопрос, что я могу сделать, чтобы достичь такого же результата. Зависть никогда не приведет тебя к успеху. Она только заставляет фокусироваться на чужих достижениях, а не на своих целях. Шестое. Жизнь в долг. Кредиты, кредиты и еще раз кредиты. Бедные люди привыкли жить в долг. Они покупают за вот эти бумажки то, что не могут себе позволить, потому что думают, что потом разберусь. Кредитные карты, рассрочки, займы – все это создает иллюзию благополучия. Но на самом деле ты просто погружаешься в долговую яму. Успешные люди используют кредиты как инструмент для роста, но не для того, чтобы купить очередной гаджет или вещь, которая потеряет свою ценность уже через месяц. Они инвестируют не тратя. Если ж ты живешь в долг ради вещей, которые тебе вообще не нужны, ты просто откладываешь свою бедность на будущее. Седьмое. Страх инвестировать. Бедные боятся инвестировать. Они думают, что это слишком рискованно. Лучше положу деньги на депозит, так надежнее, говорят они. Но успешные же люди понимают, деньги должны работать. Они инвестируют, потому что знают, что капитал не растет сам по себе. Конечно, всегда есть риск, но отсутствие риска — это стопроцентная гарантия, что ты никогда не выйдешь из своей финансовой ямы. Начни с малого. Изучай инвестиции, попробуй небольшие суммы. Сложный процент — это вообще твой лучший друг на пути к богатству. Восьмое. Пассивность в обучении. Ты закончил университет и думаешь, что знаешь достаточно? Поздравляю, ты в зоне риска бедности. Мир меняется каждый день. Технологии, рынки, тренды – все это требует постоянного обучения. Успешные люди учатся всегда. Бедные перестают учиться после школы или университета. Если ты не вкладываешь в свое развитие, то ты деградируешь. Найди время на книги, курсы, семинары. Узнавай новое каждый день. Не жди, что знания придут сами. Бери их сам. Сегодня есть огромное количество возможностей для самообразования, и успешные люди пользуются каждой из них. И девятое. Неправильное окружение. С кем ты проводишь вообще свое время? Люди вокруг тебя влияют на твое мышление больше, чем ты можешь себе этого представить. Если твои друзья и знакомые не стремятся к успеху, они будут тянуть тебя назад. Бедные люди часто окружены такими же бедными. Они общаются, обсуждают свои вот эти вот проблемы, жалуются на жизнь, но ничего вообще для этого не делают, чтобы выйти из этого круга. Успешные люди выбирают окружение, которое подталкивает их к развитию. Они учатся у тех, кто уже достиг успеха, общаются с теми, кто мыслит позитивно и смотрит вперед. Десятое. Отказ от ответственности. Последняя и, возможно, самая важная привычка бедных людей – это отказ брать ответственность за свою жизнь. Я ничего не могу изменить. Это все судьба. Виноваты другие. Бедные люди всегда найдут виноватых. Правительство, экономику, начальника, погоду. Но успешные понимают, никто не придет и не сделает за тебя твою жизнь. Только ты сам можешь изменить ее. Когда ты берешь ответственность за каждый свой шаг, ты получаешь контроль над своей жизнью. Не вини внешние обстоятельства, найди способ преодолеть их. Если ты узнал себя хотя бы в одном из этих пунктов, пора менять привычки. Подписывайся на наш канал, и ты получишь инструменты, которые помогут тебе перестроить свое мышление и начать путь к финансовой независимости. Больше никакой бедности, только успех и развитие.